Друзья, всем привет! С вами Вера и Женя. Вы на нашем канале Мы с Алтая. Что же, День матери у нас прошел на ура. Все посадочки наши разобрали. И пришло время посадить новые. Заказала кашпо, привезла. Сейчас я вам все покажу, расскажу. И вместе с вами сделаем новые посадки. Спасибо за ваши комментарии, хочу сказать. Вы меня стимулируете. Очень-очень приятно за ваши теплые слова. Хочу сказать вам большое спасибо. Так, ну что же, приступим. Времени у нас, конечно, мало. Нужно все успеть. День короткий, уже темняется. Надо нам сделать. Давайте я покажу, какие кашпо я привезла. Сажать мы будем не все. Возьмем только по одному кашпо. Так, вот такие вот с бабочками красивые. Наверное, это керамическая, тяжеленькая. Поменьше и побольше. Я привезла их все сюда. Потом буду делать посадочки. То есть делаем парные посадочки. Далее вот такую, смотрите, какая шикарная чаша. Большая, глубокая, достаточно, чтобы, например, посадить сюда какие-то кактусы, либо даже растения с хорошей корневой системой. Так, вот это вот у нас будет один набор. Вот этот. Так, эти мы все закрываем. Сейчас все с вами достанем. Я вам покажу. Здесь я уже набрала все в магазине для наших посадочек. Это искусственный снег будем использовать, так как посадочки у нас будут несколько в новогоднем стиле. Значит, декор. Тоже вот такой декор. Посмотрю, я еще не знаю, буду я его использовать и какой. На месте уже разберемся. Взяла свечи. Не знаю, какие мне пригодятся больше. Подсвечники. Так, здесь и растения привезла. Растения у нас кактусы. Так, куда бы их поставить? Давайте на стол поставим сюда. Также у меня осталось каланхоя, фитония. Господи, как ты, дружок, называешься? Забыла, калцефалос. Так, ну, посмотрим. И вот такая большая тарелка. Смотрите, классная. Она самая классная такая. И здесь я тоже привезла. Это такой замиокулькас, он мини. Он как называется, не помню точно. В общем, как бонсай растет, маленькое приземистое дерево, не вырастает, как большой замиокулькас. Привезла наконец-таки сапожочек. Сапожочек, я про него говорила в позапрошлом видео. Хочу посадить в него цветущую каланхоя. Это у нас, значит, будет для каланхоя. Потому что стоит бедняжечка один в магазине и никак руки до него не доходят. Так, и вот такая шикарная ваза. Блин, мне такой цвет нравится, вообще обалденный. Так, коробку мы убираем. Первым делом нам, конечно же, нужно будет расставить также все цветочки по горшочкам. Давайте этим и займемся. Так, вот это кашпо высокое, красивое. Я хочу сделать еще свечи, поставить сюда. Вот такие вот свечи. Будет очень высокая, красивая композиция, интерьерная, но с живыми цветами. Живые цветы, это у нас будет, у нас же новогодняя, сказочная такая композиция. Я думаю, калацефалос будет. И потом уже, чтобы рос здесь бонсай, потому что Новый год закончится, свечи просто уберутся и должна остаться очень красивая композиция, которая будет украшать интерьер. Вот. Или может быть их два сюда посадить. В общем, сейчас посмотрим.
Очень красиво будет. Или вот так, я думаю, будет поинтереснее. Также я посажу так, чтобы клацифалос он выходил за грань вот нашего горшочка. Вот. А может быть его только и посадить. Ну нет, здесь ему будет одному, конечно же, скучновато. Добавим наш замиокулькас сюда. Так, это мы определили. Будем выставлять горшок и к нему растение. Вот так вот более видно, да, как красиво сочетание вот этого горшка. Клацифалос у нас хорошо пересекается именно вот с бетонкой, с серостью, да. А замиокулькас именно с зеленой частью. И я думаю, вот уже даже просто поставить рядышком уже очень красивое сочетание. Цветущее сюда ничего не будем ставить. Мы потом ее будем украшать, эту композицию, свечи. И у декор у нас будут шишки. Декор у нас будут шишки, поэтому, ну, может быть, золотого оленя я еще потом сюда поставлю. Но это уже будет другая часть именно по декору. Далее наш красивый горшок кашпо. Также я хочу сюда добавить именно замиокулькас. Он очень крутой, классный. Несмотря на то, что он как бы дороговастый, 600 рублей стоит. Но все же он будет вообще классно смотреться. Также сюда хочу посадить фитонию. Вот так, чтобы цветное пятнышко было, да? Вот так, чтобы оно было как-то поинтереснее, поприкольнее. Заходи, Женя, привет. Привет, привет. Здрасте. Так, продолжаем. Женя нас немножечко отвлек, но мы продолжаем. Так, далее, вот в эти кашпо, конечно же, здесь я думаю посадить по... Так, замиокулькас посадить. Вот так, по замиокулькасу и по цветущему растению. Я думаю, это будет каланхойка. Так, ну, как-нибудь вот так. Так. А сюда желтенькую поставить. Все, больше сюда ничего не нужно, потому что место как бы все равно тесновато. Так, нас вот это вот устраивает. Наш сапожочек я тут, ой, это посажу вот такое яркое растение. Так, а сюда я хочу вот эчверию посадить. Хотя, да, пусть будет эчверия. Или, может быть, диффенбахию сюда прифигачить. Ладно. Потом еще подумаю. Так, когда буду сажать, пока вот это вот так оставляем. Так, здесь у нас будет именно кактусник. Будут суккуленты, кактусы, самые разнообразные. Вот так сделаем. Так. Или вот сюда кактусы посадить. Вот дилемма-то у меня. Давайте посадим вот так вот кактусы сюда. Все-таки тут цветное ничего не напрашивается, а напрашивается именно какой-то вот оазис, что ли, именно из колючек каких-то, что ли. Вот этот вот лохматый сильно. Ай-я! Вот сюда, вот так, что ли. Вот 4 растения будет. Я думаю, на этот горшочек достаточно будет. Так, сюда мы тогда посадим фитонию. Дальше фитонию. Под цвет, наверное, каланхоя. Хотя тоже можно тут сделать только кактусы. Кактусов у нас много. Именно вот оно такое кашпо мужское. И надо такую какую-то мужскую сделать посадку. А мужская посадка, естественно, это такие кактусы какие-то. Мы сейчас их вот так вот и сделаем. Подберем все. Может быть, эчверию. Вот так вот, даже 3.
В общем, пока оставляем так. Все лишнее мы убираем. Ох, и иголок в меня насадилось. Замачиваем торф. Торф у нас Агробалт. Налила побольше. Ничего страшного, будем потом еще добавлять сюда землю для цветов обычную, любую, без разницы. Пока мешаю, друзья, хочу сказать огромное спасибо за ваши подписки, особенно за ваши комментарии. Мне очень-очень приятно, я все читаю, вот, стараюсь на все отвечать. Мне очень приятно, что вы со всех уголков не только России, но также, я смотрю, из Беларуси, из Германии. Среди наших подписчиков есть люди. Вот, поэтому всем огромное спасибо, огромный привет вам передаю. Вот, буду и впредь стараться вас радовать новым видео. Что касаемо планов, впереди Новый год у нас. На следующей неделе планирую выпуск уже новогодней композиции для дома, со свечами, с декором, которую вы можете повторить и сделать дома сами. На следующей неделе в планах у меня выпустить именно такое видео, собрать вместе с вами композицию для дома, для новогоднего стола. Также для подарка она хорошо подойдет. Следите за выпусками. Так, добавляем перлит. Хорошенько перемешиваем. Друзья, пока еще есть дневной свет, хочу вам показать кальциолярию и цинерарию, в каком она у меня сейчас состоянии. Кальциолярия и цинерария, какая успела зацвести, мы благополучно реализовали на День матери. Далее, смотрите, какая красота, какой компактный кустик, сколько очень много бутончиков формируется. Я вот в таком виде не увожу в магазин, даю подрасти хотя бы, чтобы было 5 цветочков, настоящих бутончиков, чтобы выглядело презентабельно и на свои денежки. Цинерария. Какая розеточка, очень раскидистая, красивая. Но смотрите, нижние листики имеют другого цвета. Это, я думаю, нужно подкормить. Сделала оплошность и при пересадке цинерарии удобрение не заложила в горшок, поэтому будем сверху удобрять. Ну, конечно, при продаже нижние листики я буду подрезать просто аккуратненько и все, чтобы товарный вид не портился. А так кустики очень хорошие, я очень довольна. Здесь уже видно у цинерарии расцветка бутонов будет фиолетовая, белая, фиолетовая. Вот здесь очень красиво, нежно распускается, нежно-нежно-розовая. Кустик очень компактный, очень, ну, как бы красивый. Мне есть с чем сравнивать по сравнению с прошлым годом, когда они у нас были вот до потолка. Конечно же, в эту я просто влюблена. Также здесь, смотрите, сколько бутонов. Очень много бутонов закладывается. Не привязываю, конечно, цветение своих цветов ни к какому празднику. У нас есть магазин, где по мере зацветания мы спокойно цветы увозим и реализовываем. Вот, поэтому, если мы это все успеем продать до 8 марта, что скорее так всего и будет, кальциолярия и цинерария у нас уйдет до 8 марта, мы потом возьмем просто другие цветочки и на продажу и продадим. Также на 8 марта у нас есть пеларгония, которая набирается, сейчас закладываются бутоны. Она нам как раз в этом поможет. Надела сегодня фартук, буду как чушка. Земля у нас прям достаточно мокрая, хорошая. Прям по своей влажности. Потом посадочки я какое-то время не поливаю совсем.
потому что и так как бы корням достаточно будет, чтобы хорошо перенести пересадку, освоиться, достаточно будет влаги. Первым делом, конечно же, я хочу посадить, вазу. Возьмем вот так сбоку ее. Хочу вот эту вазочку посадить. Я прям от нее балдею. Какая она классная. Эти вазочки я взяла в садовом центре, это в Бийске. На донышке, ну то есть нет дырочки, да? Поэтому мы его закладываем туда керамзит. Так, керамзит сейчас найдем, вот он. Ой. Так, побольше немножко насыпем. О. Ну, потом я тут все помою добротненько так. Закладываем в землю. Не забываем про осмокот, про удобрения. С ними растения очень хорошо себя чувствуют. Это уже мной проверено. Вон какие корни огромнейшие. Ой, мне кажется, тут так уже темно. Ну, надеюсь, видео нормально получится. И сажаем его вот сбоку, с этой стороны. Так. Все, супер. Знаете, что я решила? Я решила здесь только посадить растения, увезти на работу и там уже их все задекорировать. Также в конце я покажу уже результат с декором, потому что здесь уже и грязь, и все на свете, потом и со свечами, как я это потом повезу. Смотрите, эту композицию, она будет просматриваться с любой стороны. Я закреплю вот так. Давайте я вам поближе покажу. Свечи. То есть вот так вот будет выглядеть, одна повыше, другая пониже. Или может быть даже на одном уровне. Ну, хотя я очень люблю вот повыше и пониже. Будет даже, может быть, одну вот прям чуть-чуть, вот прям намного пониже, пониже, и поставить сюда вот такие вот свечи. Вот сюда вот так сделаем. И потом уже шишками вот по низу можно как-то где-то задекорировать. Время уже темно, и с декором продолжу сегодня снимать именно в магазине. Именно декорирование будет у нас в магазине. Ну что, друзья, пока еще хоть что-то видно, давайте я вам покажу, что я посадила, и рванем с вами в магазин. Вот, смотрите, без декора пока. Вот такие решения у меня получились. Здесь только с каланхойкой. Будет с декором. Потому что хотела замиокульку сюда, но 2 растения. Этот горшочек для него, ну, как бы очень маловат для 2 растений. Зато здесь, смотрите, каланхойка и замиокулька. Вот это очень красиво. Тоже вот эти 2 посадочки у меня будут именно в новогоднем стиле. Задекорируем шишками, свечами и так далее. Вот это вот высокая, очень классная. Она, как бы буду ее позиционировать как композиция на новогодний стол уже. И можно уже сейчас ее будет приобрести, поставить на стол, создавать уют, атмосферу в доме, зажигать вечером свечи на ужин и создавать уютную атмосферу в доме. Вот, также ванночку вот такую все посадила. Без декора, конечно, это все смотрится некрасиво. Берем с собой шишки. Для декора из дома шишки. Также полиос. Смотрите, вот эти вот веточки. Я хочу использовать именно вот для этого, вот для этой композиции. Ну, может быть, еще в какие-то я его буду использовать. Вот, ну что, погнали в магазин и доделаем наши посадочки. Друзья, ну что, продолжаем декорировать наши посадочки. Как я обещала уже, это будем делать вместе в магазине. Так. Выставила уже все на стол. Как вы заметили, произошли изменения. Я убрала замиокулькас.
с этого кашпо, из этого кашпо, потому что мне чуть-чуть не понравилось, как смотрится замиокулькас, как бы с калцифалос очень красиво здесь смотрится, как бы такой мочалочкой красивенькой. Вот, с одной стороны как бы красиво, с другой просто обрублено было. Вот, теперь мы будем декорировать. Декорировать будем свечами. Так, нам нужно выбрать перед. Свечи будем устанавливать на разных уровнях и будем фиксировать к самому кашпо. Так, на разном уровне, одну повыше. Так, и здесь у нас будет декор. Это вот такой олень золотой. Свечи я тоже уже подобрала. Свечи у нас будут белые. Хочется, чтобы все-таки пространство здесь было наверху светлое, поэтому взяла вот такие свечи. Так, ну что, да, они покороче, античные свечи, простенькие. Их будем использовать, потому что зеленые, конечно, красиво все нам подойдут, но все же они не так впишутся на нас. Ну, то есть тяжесть дадут наверху. Свечи должны быть абсолютно параллельно друг другу. Потом мы их поправим. Это вот прям необходимо. Это нужно сделать. Да, вот так. Выровнять, прям внимание этому уделить. Композиции у меня будут такие зимние, не новогодние. Новогодние все же мы будем после делать, немножко попозже. А это будет зимние. Фитильки обязательно все выправляем вверх. Далее с этой стороны вставляем оленя золотого. И я хочу его тоже закрепить. Ну и работаем с клеем так, конечно же, чтобы вот клей не было сильно видно, вот эти паутинки все, это все так, чтобы вот эта вся небрежность не была видна, все, чтобы было аккуратненько, вот. Потому что в глаза все равно бросается и смотрится сразу на порядок дешевле вот эти вот все нюансы. Декорируем шишками. Шишки я буду брать как золотые, так и натуральные. Натуральность нам нужна, потому что цвет кашпо все же он у нас такой более близко к природному цвету, и какие-то здесь вычурные цвета, там красные, либо такие вот синие какие-то, они нам тут вообще ни к чему. Делаю на шишку на проволоку шишки. Шишки вообще собирали и в Новосибирске, когда к детям ездили летом в гости. Ездили с утра на велосипедах в парк. Вот, и там собирали шишки. Также дома за козелозеком. Все лето мы ездили по утрам на велосипеде и собирали шишки. Шишек очень много собрали. Женя помогал тоже. Я думаю, мне нынче должно хватить, потому что в прошлом году, по-моему, мне чуть не хватило. Но нынче я не собрала мох. Мха мне недостаточно будет. Будем, наверное, под снегом откапывать. Так, шишки я впереди установила. Сзади еще несколько сделаем штучек. Все же композиция у нас вокруг, чтобы вся просматривалась. Не только перед, да, композиция просматривался, но и, и задняя часть ее. Потому что если поставят, кто-то купит поставить на стол, чтобы со всех сторон было интересно на нее смотреть. Так, и еще... Так, золотую шишечку возьмем. Я их здесь уже покрасила из баллончика. Все руки у меня уже в золоте.
Так, и сюда вот еще одну сделаем. Вот. Также здесь я буду использовать Кореос. Так, ну 2 шишечки хватит, знаете, главное вовремя нам остановиться. Самая фишка здесь будет в этой композиции, это вот такие ветки причудливого такого растения. Он мне очень нравится. Увидела по дешевке на базе, сразу 3 штуки отхватила. Мне вот таких 3 пучка, думаю, на всю зиму должно хватить. Ну, я так надеюсь, конечно. Сейчас выберем веточки сюда. Хотела, конечно же, потолще что-нибудь. Какую-нибудь коряжечку. Вот эту возьмем. Потолще возьмем. И обыграем ее. Так. Первая композиция у нас готова. Выключила камеру. Не могла определиться с Кореосом. Как же мне его сделать? Но все, это уже у нас окончательный вариант. Попозже я все покажу ближе и сниму все детали. Все, вот это у нас уже законченный вариант. Далее будем делать вот это зеленое кашпо плоское. Здесь буду делать в таком же стиле зимнем. Значит, слой земли я буду закладывать. У меня есть сосновая кора. Как бы я ее немножечко так припорошу сверху. Это будет первый слой, чтобы землю у нас не было видно. Будем закладывать мхом далее. Мох я нашла с прошлого года. Мешочек. Ай, колючки. Это не стабилизированный мох, а именно натуральный, природный. В прошлом году собирала. В этом году у меня так руки не дошли. Но наше богатство мы так аккуратненько растягиваем по кашпо. Так, делаем имитацию такого зимнего леса, что ли. Так, смотрите, у нас все задекорировано, вся земля, ее не видно. И теперь мы можем приступить к декору. Я хочу, чтобы у меня 2 композиции перекликались, как бы, потому что я их поставлю рядом, буду фотографировать рядом. Так, мне нужен олень. Поставим его на самое козырное место. Ну, просто я его вдавлю, он там копытцами, да, вдавится. Никак я его не буду закреплять здесь. Вот так вот. Просто-напросто сделаем вот так. Шишки также я не буду ни проволокой втыкать. Я их просто немножечко вот так вот заглубляю. Шишки буду ставить группировкой. То есть и натуральные, и под золото. Шишки буду группировкой. Прям побольше сделаю. Смотрите, они какую фактуру очень красивую дают нашему, ну вот как бы выстиранному дну, так скажем, нашей основе. Мне очень нравится. Они очень фактурные, красивые. Золотые будут перекликаться с оленем. Так. За оленя поставим, тем самым его немножечко как бы подопрем там, да. Вот так дополнительно будет служить. Ой, какие они все же колючие. Все, акцент у нас есть, это олень, дополнение тоже. Давайте поближе, смотрите, как классно. А затем хочу немножечко припорошить снежком. Или не надо, как вы думаете? Сейчас снега навалю, потом его вообще будет трудно убрать. Наверное, не буду этого делать. Все, композиция у нас готова.
Далее мы будем декорировать вот это интересное кашпо. Здесь также в таком же стиле я хочу сделать. Задекорируем природными материалами. Мне очень нравится именно природными материалами, потому что, ну вот цвет кашпо само по себе не предполагает здесь каких-то цветных, знаете, камушков, да. Мох очень красиво смотрится. Вот ему, он что, получается, с прошлого года у меня, с прошлого года мох. Вот он лежит, вот вообще красавчик, короче. Ничего с ним не происходит. Поэтому собирайте мох обязательно. Кто вот любит такие композиции, даже дома вот так вот, да, положить вниз растений, да, садушечек, опрыскивать мох, потому что он создает влагу для растений. Зимой душно в квартире, а если опрыскивать мох, то он как бы свою атмосферу растению создает более такую влажную. Вот. Ой, мне как нравится. Уже красиво, уже красиво. Смотрите, если даже мы ничем не будем декорировать, это вообще уже такая прелесть. Вот, мох, немножечко коры снизу, да, кора просматривается, тоже своего такого оттеночка красивого, природного. Вот. Но все-таки шишки я сюда хочу сделать, но уже я их не буду красить. Не буду я их красить, хотя самые меленькие, примеленькие выберу и поставлю. И они будут смотреться, как будто бы вот тут еще растения, как бы они повторяют форму вот этих кактусов, эчеверий, да. Вот, надо их сгруппировать, чтобы группировкой не так где-то там одну поставил, где-то вторую, а рядышком. Когда это все как бы сгруппировано, это смотрится более так природно красиво. Вот здесь вот я бы хотела положить уже наши палочки. Наши палочки, они здесь уже свою изюминку будут давать. Так, ну толстые я здесь не буду ложить, потому что здесь все равно как бы мелкие акценты, а если, ну как бы растения мелкие, а если мы добавим толстых палок, то все внимание, конечно же, возьмется это на себя. Все эти палки будут на первом плане у нас. Так. Вот, мне нравится. Может быть, я, конечно, завтра еще переложу, но классно уже. Красиво очень. Потом все поближе я вам обязательно покажу. Сниму крупным планом. Так, сюда мы это все подсунем. Сюда я не буду ни зебру, ни жирафа ставить, потому что хочу, чтобы эти посадочки были для взрослых, мальчиков, так скажем, и девочек. Жирафик, конечно, мило, но это по-детски. Вот, а здесь уже такой эко-стиль, очень красивый. Ой, мне так нравится. Надо будет очистить кактус, который я заморала в почве. Вот, все. Сюда больше ничего не нужно. Все, готово у нас. То есть вот эти вот получаются больше такие гармоничные в природном стиле, как я и задумывала. Так, теперь нам надо оформить более такие цветочные композиции. Если присмотреться на кашпо, то это кашпо, они более такие летние, веселые, весенние, да? Летние, да, не весенние. И не хочется сюда, конечно же, мне мох положить. Хочется что-то такое более веселенькое, потому что любителей веселенького очень много у нас. Что-то такое поярче, да? Вот эти маленькие кашпо просто с каланхой
каланхойкой, они дешевенькие, но должны тоже свою изюминку иметь. Ну, как бы и сама изюминка, это у нас растение. Я кашпо уже помыла, протерла, потому что пока сажала, я их всех, все перчатками поумырала в земле. Так, здесь у меня есть камушки. Камушки. Здесь мне хочется добавить именно цвета, поэтому вот такие розовые камушки. Они, получается, называются галька цветная. Где-то, может быть, для аквариумов она используется. И ну, для декора. Из природного материала. У меня вот немножечко совсем осталось. И так, где-то у меня еще ракушки, кстати, были. А ракушки я уже все использовала, да. Ну ладно, будем работать с тем, что есть. Не нужно сильно заморачиваться, что-то докупать, покупать, когда такое богатство у нас лежит. Сделаем просто так. Камушками красивыми. Задекорируем. Так вот. Так. Ну, хочется, конечно же, чтобы одним цветом было, но вот нежно-розовые у меня вот они одни. Ой, немножечко их совсем. И на одну буквально-таки хватит. На одну. Вот так. Вот так, чтобы поярче, поинтереснее было. Так, а на вторую. Так, как раз не подойдет какой-то вот из этих. Вот это, наверное, сильно яркий. А вот этот более такой изумрудный цвет, он более к листьям подойдет и не будет как бы таким сильно активным. И желтый цвет на фоне вот этого изумрудных камушек, он выигрышно смотрится. Декорируем ими. Вот так. Ну, то есть это как бы не просто мы там в горшок посадили, да, а мы все задекорировали, все до ума довели, все эстетично, глазу приятно смотрится. Даже вот в офис поставить уже совсем другая атмосфера будет. Так, все. Так, розовенькие еще мне выпали, поставлю. Все, друзья, у меня все готово. Посмотрите на эту красоту. Давайте каждую посадочку вам поближе покажу и расскажу. Такая зимняя, с оленем. Ой, красивая, красивая, красивая. Замиокулькас. Кактусики. Здесь сапожочек просто с каланхойкой. Вот это очень красивое. Смотрите, кашпо. Какое красивое. И наполнение тоже. Смотрите, как шишки хорошо легли, веточки. Очень красиво. Шишки, они повторяют форму, ну, как вот чвери, да, суккулентов наших. И очень гармонично смотрятся. Ванночка просто. Я задекорировала корой и мхом. Ой, палочка упала. Сюда потом ее закреплю. Палочку положила длинненькую. Она повторяет длину, ну, как бы нашей ванночки. Никакой не стала использовать здесь цветной грунт, потому что здесь и так цветные растения, и надо нам было успокоить грунт, как бы землю, потому что ванна активная, цветы активные. Еще если бы грунт был активный, у нас бы вообще в глазах все заребило. Очень красивые яркенькие посадочки получились вот в этих кашпо, побольше, поменьше, с одним каланхой. Просто каланхойка, но как и нарядно и красиво смотрится. Ну и, конечно, вот этот вот у нас клацефалос, он посажен просто в землю, вот в этом кашпо. Он будет расти, дальше радовать. То есть, смотрите, свечи. Все очень-очень-очень красиво смотрится. Шишки. Никто не догадается, что это живое растение. Потом все это можно убрать, весь декор, и он шапочкой будет здесь расти. Такой мочалочкой. Очень красиво смотрится.
Очень довольна сегодня своей работой. Завтра все выставлю в интернет. Сейчас нафотографирую, расценим. Вот, и завтра будет уже радовать наших покупателей на витрине. Так, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Увидимся на следующей неделе. На следующей неделе у нас будет композиция новогодняя для новогоднего стола со свечами. Буду показывать и рассказывать, как ее я собираю. Привезу как раз Нобелис для использования этой композиции, для сборки. Хорошо сегодня поработали. Я очень довольна результатом. Мне все самой очень-очень нравится. Я с вами прощаюсь. Говорю огромное спасибо вам за ваши комментарии, лайки, подписки. Мне очень-очень приятно. Я все читаю, все комментарии. Спасибо за звонки, спасибо за ваши пожелания, комментарии. Ну а я, друзья, с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания.